Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео хочу вам показать, как я вяжу вот такую стенку пятки. Она получается укрепленная и смотрится очень симпатично. На мой взгляд, действительно, вот такая вот интересная получается стенка пятки в носочках. По изнаночной стороне она выглядит вот так. Я хочу вам показать сейчас носок второй. Смотрите, вот у меня стенка пятки в этом носочке. Она, вот как и этот носок, почти провязан одинаково. Единственное отличие будет в том, что я буду чередовать эти рисунки. Здесь у меня вытянутая петля, а затем одна лицевая. И я всегда в лицевых рядах стенки пятки провязывала. Там, где вытянутая петля, я делала ее вытянутой. А дальше шла лицевая. Вот этот рисунок у меня, смотрите, я думаю, кто-то догадался. У меня идет чередование. Такая вот шахматка. Там, где у нас вытянутая петля, сначала мы ее провязываем, а затем наоборот. И вот таким образом повторяем эти ряды. Так, первый ряд. Когда идет первый ряд, это у нас будет лицевой, нечетный. Значит, смотрите, участвуют все петельки, кроме двух первых и двух последних. Почему? Потому что я, когда провязываю носочки, я 2 первые и 2 последние петельки провязываю, скажем, по-особенному. Для того, чтобы получался красивый боковой край. Вот такой вот, как в этом носочке. Смотрите, он получается очень аккуратный. Так, поэтому вот эти вот 2 петельки, первые и последние, я их провязываю следующим образом по лицевой стороне. По лицевой стороне я их буду провязывать все время. И первую петлю кромочную, и вторую. Все. 2 последние петельки тоже по лицевой стороне буду провязывать. Дальше у нас идет вот этот узор. Значит, узор будут все петельки, кроме первых двух и последних. В этом ряду мы с вами будем выполнять следующим образом. Первую петлю мы с вами будем снимать, нить за работой, а вторую петлю провязывать. Вот так. И дальше повторяем. Снимаем нить за работой, провязываем. И так до конца ряда. Так, что касается изнаночного ряда, то смотрите, опять же, у меня вот эти 2 первые петельки и 2 последние, они не участвуют в этом узоре. Значит, что касается изнаночного ряда, я сразу вам подсказку такую даю. Значит, первую петлю и вторую мы с вами будем снимать, не провязывая. Это в изнаночных рядах. Последние 2 петельки то же самое. Они не участвуют в этом узоре. И они здесь будут просто сниматься. Что касается остальных петель, то в этих изнаночных рядах мы будем провязывать все петли изнаночными. Провязываем так до конца ряда, кроме 2 последних. Так, дохожу до последних 2 петель, и мы снимаем их, не провязывая. Все. Так, и дальше идем на лицевую сторону. Так, теперь идет третий ряд. Первые 2 петли мы с вами провязываем. Дальше смотрите, у нас эта петля, мы ее в первом ряду снимали. Нить была за работой. Сейчас мы с вами будем делать наоборот. Там, где мы снимали, мы будем их провязывать. Значит, смотрите, это третий ряд. В первом ряду мы снимали вот таким образом. А сейчас в третьем ряду мы с вами будем ее провязывать. Вот эту петлю мы с вами провязывали в первом ряду. Значит, сейчас мы с вами должны будем снимать. И опять чередуем. Провязали, сняли, провязали, сняли. Вот таким образом мы с вами идем до конца ряда. И смотрите, вот у нас получается такое вот чередование. И дальше до конца ряда. Довязали 2 последние петельки, провязали лицевой. И вот таким образом повторяете вот эти вот ряды. Первый и третий. Они вяжутся вот в таком шахматном порядке.
На этом у меня все. Если это видео было вам полезным, я буду очень рада. Нажимайте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если кто-то еще не подписан. Ну и также переходите по ссылочкам в описании. Там тоже есть много интересного и полезного. Всем спасибо за просмотр.